Впрочем, говоря о драконах, без высотных ситуаций. Охуенно просто. Всем привет! С вами Скайдог. Безумный, но чертовски обаятельный проводник в мир видеоигр. Черт, работа плюс учеба. Да еще и эта простуда. За***ло. Мне реально необходимо 8 часов сна в день. Еще 10 ночью. Но ради вас я готовлю очередной выпуск. Пока смесь безумия, смазки скунса, трэш-угара и интересных мыслей находится в процессе готовки, я решил угостить вас небольшим тизером. Нам всем приходилось задумываться о том, как бы выглядели наши любимые игры, если бы их перенесли на другой движок. Пожалуй, Skyrim как нельзя лучше подходит для наглядной демонстрации. Почему? Судите сами. Куча фанатов с одной стороны, куча хейтеров с другой, и мы посередине. Ой, не та картинка. Так вот, Skyrim — это ролевая игра с большим открытым миром, который наполнен красивыми пейзажами, удивительными монстрами и NPC, старательно изображающими безжизненных манекенов. Игра по-своему красива, но проведя в ней какое-то время, технические недоработки начинают бросаться в глаза. Существует множество фанатских модов, которые пытаются улучшить визуальное качество игры. Однако, интересно помечтать, как бы она выглядела на двух самых известных и популярных движках на данный момент. CryEngine от компании Crytek и Unreal Engine от Epic Games. Excellent. Как и демонстрирует данный видеоролик, когда задействованы все возможности движка CryEngine, результат впечатляет. Разработанный силами компании Crytek, движок в свое время ставил в тупик самые мощные домашние компьютеры. Он действительно обеспечивал самую реалистичную графику на рынке, но системные требования были ого-го какими. It's so beautiful. My God. Oh man. Swimming. Come on. My God. Just look at the visuals. Can you not tell me? How can you not tell me that this... Вот она, рыба моей мечты, вот она! Ясь! Ребята, ясь здоровенный ясь! 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 Chew it, team! CryEngine 3 является первым движком от Crytek, изначально ориентированным на игровые приставки Xbox 360 и PlayStation 3, а не только на ПК. Движок предназначен для создания трехмерных локаций любой величины, но особенно хорошо ему даются большие открытые пространства. Здесь вам и расширенная физика, которая позволяет взаимодействовать на любой произвольно окружающий объект или форму. Наличествует выборочное уничтожение строений, деревьев и других объектов на карте, а также собственная система анимации персонажей и даже конечностей различных существ. Представьте, что могло бы получиться, если бы Bethesda не ориентировалась на консоли и сделала бы Skyrim на CryEngine 3, выжив из него все соки по максимуму. Эх, мечтать не вредно. А на вкусненькое я припас еще одно видео, но уже на движке Unreal Engine 3. Создатель карт с труднопроизносимым ником Miris Mo3D на протяжении 6 месяцев делал потрясающую по проработанности карту одного из заливов Швеции, используя все возможности UDK. Перед вами типичная рыбацкая деревня Мидгард, разместившаяся рядом с одним из озер Швеции и не сильно изменившаяся со времен викингов. Вся эта красота создана с помощью Unreal Engine 3. Напомню, что он был разработан с учетом персональных компьютеров и консолей текущего поколения. Обновленный графический движок поддерживает большинство современных технологий, включая HDR, динамические тени, геометрические шейдеры и много других страшных слов. Да, в таком бы мире даже я не отказался бы жить и побеждать драконов. Говоря о драконах, с ними безвыходных ситуаций просто нет. Даже если вас проглотил дракон, всегда есть два выхода. Как минимум два. Действительно, Epic Games знают свое дело. На Unreal Engine разработано уже несколько десятков, если не сотен игр, нашедших популярность среди игроков со всего мира. Кстати, стоит упомянуть, что каждая лицензия Unreal Engine включает право на публичную редистрибуцию Unreal Engine Tools, что позволяет разработчикам распространять вместе с игрой собственные инструменты для создания контента. Поддержка модов, создаваемых фанатами, является важным фактором успеха многих игр для PC, и создатели Unreal Engine 3 это понимают. Они верят, что поддержка PC-модов также может играть важную роль для будущих консольных тайтлов. Посмотрим, насколько они останутся верны своим словам в следующей версии движка. Выглядит симпатично, но сейчас этим никого не удивишь. И пока непонятно, что нового сможет предложить следующая версия Unreal Engine.
Но что бы там ни намутили Epic Games, игроки со всего мира будут жадно слизывать каждую капельку новой информации и жалобно пищать, требуя добавки, словно стая голодных котят. Что ж, на этом, пожалуй, все. Это лишь небольшой тизер следующего выпуска, в котором мы рассмотрим множество игр на самых разных движках. Ну а пока смотрим и сравниваем, детки. На каком движке поиграли бы в Skyrim вы? Пока!